Добрый день, уважаемые люди. Если вы смотрите это видео, значит, скорее всего, меня уже есть, и я уже жив. Я, Сергей Суровикин, нахожусь сейчас под домашним арестом. Получается, я теперь генерал Армагеддон, последняя буква «Дом». Все это время многих интересовал один вопрос. Куда я пропал после пердежа Мятежина? Мятежа Пригожина. Куда я пропал? Отвечаю на ваш вопрос. Меня держали в холодном помещении при температуре -3. Благодаря этому я не пропал. Не верите? Можете понюхать. Вот. На данный момент мне приказали сидеть дома и молчать до тех пор, пока обо мне не забудут. Я считаю, задача поставлена некорректно. Во-первых, непонятно, сколько я должен молчать. Во-вторых, как я пойму, что я молчу в правильном направлении. И, наконец, в-пятых, как я узнаю, что обо мне уже забыли. Я бы, конечно, мог бы выйти на улицу и поспрашивать у людей, помнят ли они меня. Но тут тоже нестыковка. Как я у них поспрашиваю, если я должен молчать? И как я должен выйти на улицу, если я не должен выходить на улицу? Замкнутый круг какой-то. Да даже если бы мне разрешили выйти и поспрашивать, то как бы это выглядело? Здравствуйте, извините, что к вам обращаюсь. Я Суровикин, вы меня помните? Хорошо, если ответят нет. А если, не дай бог, меня вспомнят, то что мне придется по новой идти домой пересиживать и перемалчивать? А кто мне возместит мое зря промолченное время? Да и что значит молчать, чтобы тебе забыли? Вон у Тургенева Герасим тоже молчал. Но ни к чему хорошему это не привело. Муму на дне Тургенев умер. А про Герасима этого почему-то так никто и не забыл. Скажу больше, во всех школах про него помнят и ежегодно заставляют школьников изучать, как он молчал. Ну да ладно, я ж не майор Томов, на благо Родины могу и помолчать. Тем более, что частично условия домашнего ареста я уже выполняю. Каждую ночь я горизонтально молчу, с закрытыми глазами, минимум по 8 часов. Правда, иногда молчу так громко, что жена уходит спать в соседнюю комнату, а утром возвращается и открывает все окна на проветривание. Скажу больше, я под постоянным контролем. Каждый день мне названивает не Шойгу пойми кто и проверяет, молчу ли я. Вот сегодня, например, он мне позвонил и спросил: «Ты молчишь?» Я промолчал. Он говорит: «Что ты молчишь? Я тебе вопрос задал. Отвечай, молчишь?» Я снова молчу. А он мне: «Молчишь? В попе торчишь». Бросил трубку и засмеялся. Точнее, засмеялся, а потом бросил трубку. Но сегодня я молчать не буду. Я вам тут не молчик на побегушках. И не буду просто так сидеть, сложа губы. А тем, кто считает, что я не могу записать ни одного обращения без листика, я отвечу коротко. Переверни. Листик переверни. Могу. А уж молчать без листика, поверьте, для меня это вообще не проблема. И я знаю, от кого сверху поступил приказ меня замолчить. Но я на этого козла, не держу. На этого человека зла не держу. Поэтому спасибо Владимиру, понятно какому-вичу, за такое великодушное решение в отношении меня. Уж лучше сидеть под домашним арестом, чем лежать под гранитной плитой. Поэтому обращаюсь ко всем, кто меня знает. Если вы хотите, чтобы меня поскорее отпустили, поскорее начинайте меня не знать. Если план сработает, я вас потом всех найду, и мы заново перезнакомимся. И напоследок, небольшой лайфхак для тех, кто сидит дома и молчит. А таких я знаю в России 100 000, не меньше. Когда мне скучно одному молчать, я включаю фильм «Молчание ягнят». Без звука. Так интересней.
И вот так мы с героями фильма всей толпой и молчим. А толпой в России оно и молчать легче.